Видео снято специально для моих друзей и подписчиков из России, чтобы они убедились в чудовищной достоверности военных преступлений армии РФ в Украине. Эта война имеет давние корни, и Россия, как наследница совка, смертельно опасно больна. Опасна для всего мира, но прежде всего для своих граждан. Следы войны показались сразу на выезде из Киева. Сожженная заправка, разбитые и сожженные дома по трассе на Гостомель, сгоревший дотла торговый центр. Ирпень встретил ужасной картиной сожженных и разбитых многоэтажек и частных домов. Сколько ни смотри подобное в Ютубе, живое впечатление чудовищное. В Ирпене меня встретила подруга. Мы прошлись улочками Ирпеня, той части, которая не была в оккупации. Но именно она подвергалась чудовищным обстрелам и разрушениям. Мы видели, как в частных домах люди собственными силами строят разрушенные дома. Мы зашли в кофейню, где работали молодые симпатичные девушки от 18 до 23 лет. Они приготовили нам вкусный кофе и рассказали о пережитом в оккупации. Первая девушка родом из села Перемога, Броварского района. Она лишилась дома в родном селе. Сама выехала за день до оккупации к родственникам. В селе Перемога армия РФ расстреляла ее ровесников от 17 до 23 лет, молодых парней из местной теробороны. Все погибшие были ее односельчане. Вторая девушка родом из Немешаева. Она провела 2 месяца в оккупации. Прятались с матерью от орков в подвале. В их дворе стоял танк и расстреливал многоэтажные дома. Третья все время молчала. Красота. Что ты можешь пожелать, как ирпенчанка, в общем-то? Что можешь пожелать русским, которые, в принципе, не подвержены пропаганде? У меня достаточно таких людей. Ну, посмотрите глазами своими, как вы освобождаете. Ребята, можно Военный объект. вот такое вообще подстроить, Военный объект. Где там Мгм. танки, покажите. В каком месте? На крыше? да? Это здесь во дворах тоже были люди? Танки. Прям вот видно, что тут танки Мгм. паркуются прям. А вот тут туда посмотрите. А там тоже одни танки стояли. Там гаражи танки. Ни одного дома вообще уцелевшего. Стен нет, ничего. Почистили. Просто. Называется «Думайте сами своей головой». Делайте вывод. Да, информации достаточно. Это, конечно, ад. Вот. Было сколько здесь этажей? 5, осталось 3. Да и жить тут уже нельзя, их надо снести, это все уже. Дорогие подписчики из России, особенно, вот ради вас я это все снимаю. Вот видите, Это уже убрано. это уже, да, это уже 3 месяца прошло, как Убрано. доблестные войска орков их отсюда попросили, да. Жест доброй воли сделали. Да, они сделали жест доброй воли, но оставили после себя этот ужас. Это 3 месяца до сих пор еще разгребаем. Ну, потому что тут еще и разминирование и все остальное. Вместе с машиной горят. Ну, в общем, Это пиздец, товарищи. жить невозможно. Да жить тут вопрос у меня большой, как эти люди вообще успели ли выскочить отсюда, хотя бы в одних трусах, понимаешь? Тут уже даже не про это речь. Вот это вот такое вот освобождение. Понимаешь? Ну, я кто поехал. Так. Что там делать? Там за границей тоже работы нет. Разрешил только на заводе работать. Я говорю, на заводе я могу и здесь поработать. Какая разница? Ты понимаешь, ты еще попробуй устроиться там. Там же свои требования. Это, может, многие бы за счастье держали, но ты попробуй еще. И частный дом тоже, частично уцелел, нельзя сказать. Ага. Посмотри. Да, можно попробовать зайти. Вот частный дом, вот это, сука, людям радость, понимаешь? Ну, они, Русский мир пришел. Здания в Ирпене повреждены. 50% вот так вот. Не подлежат восстановлению. Там я уже вижу. Миллиард,
долларов сказали, чтобы отстроить Ирпень. Это $1 миллиард. И это Да. же школа. Они там просто вылезли на этот, они с крыши стреляли минометами. Мгм, прекрасно. То есть вот это вот, да, очень похоже на военный объект. Это школа, раздолбанная в хлам. Он длинный, Ирпень длинный, тут можно часа 3 ходить и не обходить его. Они просто, наверное, не поняли, что он такой длинный, что там еще за переездами, тут ж можно потеряться. Да тут полноценный город. Жизнь продолжается. Вот развалины частного дома и петушок или курочка. Вот к своему стыду курочка. Курочка все-таки не петушок. И гребень больше. Невзирая на разрушения, в Ирпене работают магазины, кофейни. В Центральном парке работают фонтаны, где купаются местные дети. И если не видеть разрушенных домов, война кажется чем-то далеким и призрачным. Тем не менее, война необратимо изменила жизнь каждого украинца, невзирая на его место проживания. Україна була, є і буде